Вы на канале «Это вкусно», и сегодня я расскажу, как приготовить тарталетки со сладкой начинкой, а именно с орехами, карамелью и шоколадным ганашем. Идеальный десерт на праздничный стол. Давайте начнем готовить, и вы узнаете, как делать песочное тесто сабле, чтобы тарты получились хрустящими, рассыпчатыми и очень вкусными. Итак, для шоколадного теста мне понадобится 200 грамм пшеничной муки, 35 грамм миндальной муки, 80 грамм сахарной пудры, 25 грамм какао, 55 грамм яиц, это одно большое яйцо, 115 грамм сливочного масла и щепотка соли. Просеиваю в чашу миксера муку, сахарную пудру, миндальную муку, какао и соль. Туда же отправляю порезанное мелкими кубиками холодное сливочное масло. Масло обязательно должно быть холодным, это первое важное условие. Это тесто вообще не любит высоких температур. Если у вас на кухне жарко, то вы можете охладить и все сухие ингредиенты прямо с чашей миксера, положив туда еще и насадку и поставив ненадолго в холодильник. При помощи насадки весло нужно смешать все ингредиенты до состояния крошки, чтобы не осталось нерастертых кусочков масла. На это может уйти минут 5. Должна получиться вот такая крошка. Разобью холодное яйцо и размешаю его вилкой и выливаю все это на песочную крошку. После этого тесто долго замешивать не нужно, так как масло начнет таять. Как только все соединилось, выключаю миксер. Делю тесто на две части. Первую часть выкладываю на лист пергамента, накрываю вторым листом и начинаю его вытягивать скалкой. Вот таким образом. Можно и просто раскатывать, но лучше катать в одном направлении, так как пергамент начинает собираться под скалкой и тесто получается не идеально гладким, а с заломами. Если такое произошло, то просто снимите верхний лист, снова накройте им тесто и продолжайте раскатывать. Идеальная толщина теста для тартов 2-2,5 мм. Первую часть теста отправляю в холодильник и раскатываю оставшееся. Тесто должно стабилизироваться в холодильнике 4 часа. Только после этого можно будет формировать тарты. Это тоже важный этап приготовления тартов из песочного теста. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт. И нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Вторая часть теста тоже готова. Отправляю ее в холодильник. За это время подготовлю начинку и ганаш. Для ганаша мне понадобится 300 грамм жирных сливок 33%, 180 грамм молочного шоколада, 2 грамма желатина. Замочу желатин в воде. У меня он листовой, поэтому просто положу его в воду. Если у вас гранулы, то залейте желатин водой в соотношении 1 к 6. На одну часть желатина 6 частей воды. И дайте ему набухнуть. Доводим сливки до кипения, но не кипятим. Выливаем их на шоколад. Даем немного подтаять шоколаду и все хорошо перемешиваем. Отжимаю желатин и отправляю его к шоколаду. Перемешиваю до полного растворения желатина и пробиваю все погружным блендером. Накрываю пленкой в контакт и убираю в холодильник на стабилизацию минимум часов на 6, лучше на ночь. Мое тесто уже стабилизировалось, можно начинать формировать тарты. Достаю из холодильника первый пласт теста вместе с полкой. Это очень удобно, потому что тесто не соприкасается с теплой столешницей и не успевает нагреваться. А легче всего работать именно с холодным тестом. Выпекать я их буду на перфорированных ковриках. Формочками этими я пользуюсь постоянно. Они из термопластика, перфорированные, но ими я вполне довольна. Снимаю пергамент.
Вырубаю тесто. Переворачиваю формочку и немного стучу ею о противень. Тесто опускается на дно формы. Можно немного помочь руками. Вырезаю следующие заготовки. Оставшееся тесто пока уберу в холодильник. А затем его снова раскатаю, стабилизирую и вырежу тарты. Достаю вторую часть теста и вырежу стенки тартов. Высота формочки 2 см, но я сделаю чуть больше, а потом лишнее просто срежу ножом, и таким образом получится идеально ровный край. При помощи металлической линейки отрезаю ровные полоски. Так как диаметр формы 8 см, то длина этой полоски должна быть примерно 24-25 см, в зависимости от толщины теста. Переношу полоску в форму и слегка придавливаю ее к стенкам. Если получился небольшой нахлёст, то лишнее тесто аккуратно подрежьте ножом. А если вам не хватило длины, то вставьте маленький кусочек, потом разгладьте руками. Главное, опустите полоску до дна формы, чтобы не осталось зазора внизу. Если вы еще не закончили, а тесто нагрелось и стало мягким, охладите его и продолжайте дальше. Вот такие тарты у меня получились. Отправляю их в морозилку на 30 минут. Тесто должно выстояться в формочках, тогда оно не будет сползать в процессе выпечки. И пока тарты выстаиваются, можно подготовить орехи для начинки. У меня это фундук. Высыпаю на противень 400 грамм фундука и отправляю в духовку, чтобы они равномерно прожарились. 160 градусов 15 минут. Фундук готов. После того, как он немного остынет, очищу его. Возвращаясь к тартам. С уже замороженных тартов срезаю ножом лишнее тесто, и получается идеально ровный край. Сразу ставлю в разогретую до 160 градусов духовку. Выпекайте тарты 15-20 минут. Ориентируйтесь по вашей духовке. Свои я выпекаю ровно 20 минут. Нужно достать их из формы и дать полностью остыть, желательно на решетке. Формы очень легко снимаются, ничего не пристает, корзиночки получаются ровненькими. Очень красиво смотрится перфорация от коврика. В общем, красиво как ни крути. Из данного количества теста получается 15-16 тарталеток. Все зависит от толщины ваших заготовок. Напечь их можно заранее, они прекрасно хранятся в коробке или контейнере. Только не ставьте их в холодильник, они не будут хрустящими. У меня на канале есть еще рецепты тарталеток с разными начинками. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Обязательно посмотрите. Осталось сварить карамель. Для нее мне понадобится 150 грамм сахара, 160 грамм сливок 33%, 2 грамма желатина, 50 грамм сливочного масла. Замочу желатин в воде. В разогретый сотейник всыпаю часть сахара и растапливаю его. Как только края начинают плавиться, добавляю еще часть сахара. Карамель при этом я ничем не размешиваю, а только вращаю сотейник. Когда почти весь сахар расплавился, ставлю сливки на огонь и довожу их до кипения, но не кипячу. Затем вливаю в растопленный сахар. Делайте это аккуратно, так как масса начинает сильно пениться.
Хорошо перемешиваем, чтобы карамель соединилась со сливками. Отжимаю желатин и отправляю его в сотейник. Перемешиваю. Даю карамели немного остыть, минут 10, и добавляю мягкое сливочное масло. Перемешиваю до полного растворения масла. Чтобы удобно было заполнять готовые тарты карамелью, перелью ее в кондитерский мешок. Приступаем к сборке тартов. Наполняю корзиночки орехами. Отрезаю носик у кондитерского мешка и заливаю орехи карамелью. Теперь тарты охлаждаем. Карамель немного застынет, после чего украшаем ганашем. Ганаш стабилизировался, осталось его взбить. После чего перекладываю его в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаю на тарты. Здесь уже включайте свою фантазию. Вот такие медальки я испекла из остатков теста. Они у меня пойдут для украшения. Вот такие шоколадно-орехово-карамельные тарты сегодня у меня получились. Времени на их готовку требуется немало, но результат того стоит. Лучшие рецепты сладкой выпечки смотрите в этой подборке. Все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно.